Люди в страхе прячутся, а когда монстры приближаются, над ними пролетает дракон. Человек на спине дракона что-то напевает, и сотни бумажных талисманов падают на огров. Талисман останавливается перед каждым из них, и происходит серия взрывов, уничтожающих часть города. Один из огров выживает, но его тут же съедает дракон. Мы узнаем, что это сильнейший в мире экзорцист, который стремился стать величайшим, но его поиски силы заставили императорский двор бояться его, и в конце концов они предали его, даже отправив против него его любимого ученика. В последние мгновения своей жизни он жалеет, что был недостаточно хитрым, и произносит заклинание тайной реинкарнации, обещая, что в следующей жизни все будет лучше. Затем мы встречаем мальчика по имени Сека в центре магического круга. Его отец проводит ритуал, чтобы проверить его силу, но ни один из камней стихий не загорается, что означает, что у него нет магической силы, и его брат Глай насмехается над ним. Мы узнаем, что он переродился в новом мире, где магия совершенно отличается от его прежних духовных искусств. Несмотря на то, что у него нет маны, он чувствует огромную духовную энергию в своем теле. Мы видим, как Сейка собирает листья. Бумага слишком дорогая, поэтому он делает из листьев шикигами. Листья превращаются, некоторые становятся мышами, а другие воронами. Внезапно подходит его брат Глай и спрашивает, что он делает. Брат смотрит на него сверху вниз, угрожая ударить, но вороны защищают его. Их старший брат Луфт подбегает и прогоняет ворон. Увидев, что Сека безоружен, он немного сомневается, но все равно ведет его к врачу. Мы видим, что Сека сам осваивается в новом мире. Он сын любовницы, и это понижает его статус, поэтому дома его обычно игнорируют. Мы видим, как он усердно работает, делает свой собственный талисман и наконец-то получает его. В дверь стучат, и мы встречаем молодую служанку по имени Аа, которая возвращает ему пальто, которое выбросил его брат. Глей заходит, чтобы подразнить их, говорит Ае, чтобы та возвращалась к работе, и хвастается, что скоро поедет в Императорскую Академию Магии. Пока он хвастается, приходит их отец и говорит, что им пора возвращаться к тренировкам. Перед уходом Сека просит взять его с собой. Мы видим, как Луфт произносит заклинание, создает ветряной клинок и разбивает большой камень. Глей тоже показывает свою магию, стреляя огненным шаром в цель. Глей гордится собой и предлагает Секе попробовать, полагая, что у Секи нет силы. Сека неохотно берет палочку. С одной стороны, он не хочет раскрывать свою силу слишком рано, но с другой стороны, он решает, что демонстрация силы может отпугнуть его брата, и он перестанет его доставать. Используя свои духовные способности, он запускает синий огненный шар, который полностью уничтожает цель. Семья поражена его силой и тем, что он произнес заклинание без слов. Глей пытается присвоить себе заслуги, говоря, что это была его сила, оставшаяся в палочке, но отец впервые признает способности Сики. Сека спрашивает, может ли он тоже изучать магию, но отец отказывает ему, говоря, что это бессмысленно, потому что еще не родился человек без магических способностей, который бы добился успеха. Но он все же дает Секе учителя, который дает ему доступ к книгам, и Сека все время пытается узнать больше о магии, даже подглядывает за уроками брата, чтобы не отставать. Проходят годы, и Сека наконец заканчивает свой талисман. Мы узнаем, что в прошлом он побеждал демонов и заключал их в тюрьму в другом измерении, чтобы потом вызывать их. Он верит, что даже в этом мире сможет призывать своих слуг. В качестве проверки он пытается призвать самого послушного демона. Открывается дверь, и появляется девушка. Сека не сразу узнает ее, но девушка бросается к нему, радуясь встрече. Девушку зовут Юки, и она говорит, что выглядит иначе, потому что его духовная энергия слабее, чем раньше. Сека рад, что все получилось, и Юки спрашивает, чем она может ему помочь. Сека говорит, что это была просто проверка, и что никто больше не должен ее видеть. Юки превращается в крошечного волчонка, говоря, что ей надоело другое измерение, и она хочет остаться с ним. На следующий день мы видим, как Глай кричит на Эа за то, что она пролила на него воду. Но его тон меняется, и он предлагает ей найти способ загладить свою вину. Сека приходит ей на помощь, говоря, что у него есть дело к Аа. Его брат злится на него и пытается ударить, но Сека легко останавливает его, и брат уходит.
Она благодарит его и в итоге выводит на улицу, показывая раненого кролика. Она спрашивает, можно ли его спасти, и Сека говорит ей отвернуться, чтобы он мог сосредоточиться. Он берет у существа волосок и с помощью своего талисмана успешно его исцеляет. Ида восхищается его талантом, и Сека видит, что она тоже особенная. Ида нервничает, но Сека понимает, что она видит духов животных. Услышав, что он тоже видит духов, Ида признается, что видит духов стихий. Но она удивляется, что эти духи, кажется, его избегают. Он спрашивает Иду, может ли она ими управлять, и она вспоминает, как однажды духи ветра унесли ее белье, но она накричала на них, и они, кажется, ушли. Изучив эту способность в прошлом, Сека видит потенциал Иды и предлагает научить ее магии. Ида говорит, что у нее нет маны для использования магии, но Сека пытается научить ее, призывая пламя души и говоря ей, чтобы она его развеяла. Она пытается вежливо попросить, но у нее ничего не получается, и в конце концов она выходит из себя, настаивая, чтобы оно исчезло, и пламя исчезает. Хотя она слаба, Сека видит, что в будущем она станет отличным союзником. Они становятся друзьями и время от времени тайно тренируются вместе. Они продолжают тренироваться весь следующий год, в любое время года. В день, когда Секе исполняется 12 лет, нет никакого праздника, как обычно, и его отца даже нет рядом. Он старается не обращать на это внимания, и, к его удивлению, братья подходят к нему с деревянными мечами. Гли, как обычно, напоминает ему о его никчемности и говорит, что единственный выход для него – это пойти в армию. Люф уточняет, что они хотят научить его сражаться на мечах. Внезапно товарищи предупреждают, что к дому приближается монстр, а отца нет дома. Сека чувствует, что он приближается, и мы видим, как из леса появляется голова великана-старца. Дал в ужасе убегает, а Люф говорит всем, чтобы они спрятались, но Сека выбегает на улицу, и мы видим, что чудовище направляется к нему. Сека спешит на помощь, но когда монстр нападает, его отталкивает пламя. Сека впечатлен, что ему удалось управлять пламенем, и он пытается увести чудовище подальше от дома. Оно бросается на него, а все в ужасе смотрят, но Сека использует свои духовные силы и выпускает ядовитый заряд ему в лицо. Чудовище падает, отравленное ядом, и Сека готовится его приручить. Все поражены, что он одним ударом победил старца-монстра, и аплодируют его победе. Он оборачивается и машет им, радуясь, что семья наконец-то оценила его, и надеется, что это станет началом той жизни, о которой он мечтал. В честь него устраивают пир, и отец поздравляет его с победой, говоря, что даже опытные искатели приключений не смогли бы победить чудовище. Отец предлагает наградить его, и Сека просит разрешения учиться магии в Королевской академии. Отец благодарит его за то, что он всегда усердно занимался магией, и соглашается. Однако он предупреждает, что несмотря на их благородное происхождение, Секе все равно придется сдавать вступительные экзамены самостоятельно. Затем Ика просит Эй тоже поступить в академию, чтобы она была рядом с ним. Услышав это, Эя запаниковала, но его отец сказал, что это бессмысленно, потому что у Эя нет магии. Тогда Ика решил показать, как они тренируются. Он дал Аю свою волшебную палочку и велел ей призвать как можно больше духов и изобразить огненный шар. Она призвала духов и сделала все, как он сказал, и выпустила впечатляющий огненный шар. Глей был потрясен, что она может использовать магию среднего уровня, и их отец согласился, чтобы Эя тоже поступила в академию. Глей возразил, сказав, что это противоречит традициям отправлять в академию двух братьев. Отец согласился с ним и сказал, что Глей пойдет в имперскую армию, потому что он всегда больше играл с мечом, чем тренировался в магии. Глей не согласился с этим и вызвал Ика на дуэль, чтобы узнать, кто из них пойдет в академию. Их мать пыталась их остановить, но Ика согласился на дуэль, и отец решил, что она состоится утром. В его комнате появился Юки и прокомментировал происходящее. В дверь постучали, и к нему зашел Луфт. Его брат поздравил его с днем рождения и даже подарил ему подарок. Так как он всегда усердно учился, подарком была стеклянная ручка. Брат извинился за то, что был с ним холоден, но был рад, что он вырос хорошим человеком. Он попросил его не слишком сильно давить на Глей во время дуэли и пожелал ему удачи в академии. Позже ночью окно Ика распахнулось, и Глей потребовал, чтобы они сразились на дуэли. Он не мог дождаться утра и не хотел следовать правилам своего отца.
Он говорит, что Сеге просто повезло, что появился монстр, и он победил его. Глайд атакует его пламенем, но оно не причиняет Сеге вреда. Затем он атакует своим ветряным копьем, но оно блокируется барьером. Сека достает бумажный талисман, и Глайд продолжает атаковать, но безуспешно. Сека приказывает Джи не двигаться, и тот замирает. Сека сжимает руку талисмана, и Джия чувствует ту же боль. Джия не понимает, что происходит, и в конце концов вынужден сдаться. Он теряет сознание, и Юки спрашивает, разумно ли было показывать ему свои силы и оставлять в живых, но Сека говорит, что обещал Луфту, что не будет с ним жесток. Сека вспоминает, как Глайд назвал его везучим, но оказывается, что это было частью его плана. Мы видим, что 6 месяцев назад Сека призвал гигантского циклопа по имени Мута. Несмотря на свой внешний вид, он рад снова служить ему, и Юки хвастается, что она была первой, кого призвали. Изучив монстров в округе, Сека приказал циклопу прогнать старого тритона с горы. Когда он идет за своим братом, Юки спрашивает, почему он не показывает свои настоящие силы, называя людей этого мира слабыми. Но он напоминает ей, что именно из-за слабости людей в прошлой жизни его убили, поэтому он больше не совершит ту же ошибку. Через некоторое время Сека и А собираются отправиться в академию. Лав повторяет слова своего отца, который велел Секе усердно учиться и заботиться о нем. Они уходят, и по дороге Сека дарит ей ожерелье. Она очень рада, а он говорит, что это камни маны, которые помогут ей призывать духов стихий. Они взволнованы предстоящим приключением, но Сека начинает чувствовать себя плохо, его укачивает в карете, даже в прошлой жизни. Ему становится лучше, когда они подъезжают к городу Академии, крепости, где обучают магии. Дома его отец думает, что Сека скоро приедет в Академию. Он вспоминает, как 12 лет назад к нему пришла женщина и отдала ему ребенка, а потом исчезла. Мы узнаем, что Сека на самом деле сын его брата Гилберта, который стал искателем приключений после окончания Академии. Но они потеряли связь, когда брат отправился в инфернальные земли. У Секи черные волосы и глаза, что редкость в этой стране, и он начал использовать магию, когда ему был всего год, из-за чего Лав отдалился от него и стал враждебно настроенным, когда узнал, что у него нет маны. Он всегда знал, что с Секой что-то не так. Зная, что в нем есть что-то, что может сделать его либо героем, либо повелителем зла, он жалеет, что отправил Лавда в армию. Но решил, что отправлять туда Секу было бы слишком рискованно. Вместо этого он решил отправить Секу в академию, надеясь, что там ему будет лучше. Сека и И приезжают и заселяются в комнату. Ив выглядит удивленной, что у него есть слабость. Сека говорит ей, что ее комната рядом, и она кажется разочарована, предлагая остаться с ним на ночь, раз уж он теперь ее хозяин. Сека неправильно понимает это предложение и думает, что она останется на ужин, но Ив говорит, что у нее пропал аппетит после поездки. Ив уходит раздобыть еды, хотя и разочарована. Юки раздраженно говорит, что он ничего не понимает в девушках, и замечает, что Ив влюблена в него, даже использует свое положение рабыни, чтобы получить выгоду. А Сека не верит ей. Позже они гуляют по городу, но Сека чувствует странную энергию. Они идут регистрироваться на вступительный экзамен, и когда Сека говорит, что он из знатной семьи, все обращают на него внимание. Ив представляется его рабыней, удивляя остальных. Есть магический прибор, который измеряет ману, и оказывается, что Ив обладает сродством с ветром и огнем. Когда приходит очередь Секи, ничего не происходит, и женщина в замешательстве. Сека говорит, что у него нет маны, и женщина говорит, что он все равно может зарегистрироваться. Другие студенты начинают сплетничать, что он поступит из-за своей семьи. Эфа злится, услышав это, и случайно выпускает пламя. Сплетни прекращаются, когда мимо проходит уверенная в себе девушка. Сека замечает что-то в ней и представляется Аму. Когда она кладет руку на прибор, он излучает ослепительно белый свет, что означает, что у нее сильное сродство со всеми 4 стихиями. Все поражены, а Сека зовет ее. Он благодарит ее за то, что она остановила сплетни, но она говорит, что не пыталась ему помочь и что он ее раздражает. Потому что думает, что может попасть сюда без всякой магии, и что он будет только мешать. Но Сека узнает в ней свою любимую ученицу из другого мира. Хотя она выглядит немного иначе, он понимает, что это она. Они сдают вступительный экзамен,
и Эфа переживает, как она справилась, но Сека говорит, что она сможет наверстать упущенное на практическом экзамене. На практическом экзамене экзаменатор объясняет, что для каждого элемента установлены свои цели, и их оценка – это сумма всех целей, которые они поразили. Студенты произносят заклинания и стреляют по целям, но Сека не впечатлен их попытками. Подходит очередь Эфы, и она использует заклинание огненной ноты, создавая огромное пламя и даже заставляя гореть огнеупорную цель. Все в шоке, что она использовала магию среднего уровня без заклинания. Эфа переходит к следующей цели, используя заклинание «Ветряное копье», которое полностью уничтожает цель. Она извиняется за повреждение и все еще переживает, что не сдала, но Сека поражен, что она использовала магию ветра. И говорит, что она тренировалась самостоятельно, чтобы удивить его. Увидев ее прогресс, Сека начинает плакать. Сику вызывают на его очередь, и все сплетничают о том, что у него нет маны. Но Сека запускает огненный шар, и все в шоке от его синего пламени. Сека переходит к цели, связанной с землей. Используя свои знания и духовное искусство, он превращает гранитную цель в кристалл. Экзаменатор впадает в панику, гадая, какое заклинание он только что использовал, но Сека быстро переходит к водной мишени. Используя один из своих талисманов, он использует свое искусство замораживания, производя воду, которую он превращает в ледник. Все остаются в шоке, и Сейка задается вопросом, не перестарался ли он. После экзамена экзаменаторы пребывают в недоумении, особенно после того, как было установлено, что у Эса слабая магия, а у Сейки вообще не должно было быть мужчины. Они говорят обо всех исключительных учениках, и мы видим, что Аму выступил еще лучше, полностью уничтожив все 6 мишеней. Они думают, что она даже может стать героем, который, согласно легендам, появится, когда возродится король демонов. Несколько дней спустя публикуются результаты экзамена, и беспокоится о том, что может провалиться. Сека оказался на 3-м месте и задается вопросом, кто же мог его победить. Оказывается, что на 2-м месте, и Сейка не может поверить, что она его победила. Они видят, что Альма заняла 1-е место, и она произвела на Эл впечатление. Через несколько дней они получают письма о приеме и отправляются в академию на церемонию приветствия. А беспокоится, что они не будут вместе, потому что будут жить в разных общежитиях, но Сейка говорит ей, чтобы она не волновалась. У него внезапно возникает странное чувство, и он спрашивает может ли она видеть каких-нибудь духов. Рассказывает, что существует множество темных духов, и Сейка отправляется на разведку. Они находят огромный магический круг и чувствуют, что что-то не так, но поскольку это могут быть академии, они решают оставить это в покое. Но Сека оставляет после себя несколько своих талисманов. В актовом зале академии устраивается праздник для студентов, и Сека не может удержаться, чтобы не прихватить немного еды. Амос начинает произносить речь на церемонии вручения дипломов в качестве представителя студентов. Но пока она говорит, Сека чувствует, что магический круг активирован. Он ощущает чье-то приближение, и двери внезапно распахиваются, и появляются несколько низших демонов. Студенты в панике разбегаются. Сека видит, что демоны, похоже, что-то ищут. Некоторые из них остаются и сражаются, но Сека видит, насколько они слабы. Один из демонов приближается, и Сека готовится вмешаться, но демон получает удар от Амус. Она использует свое копье ветра против демона и вступает с ним в бой, но Сека замечает, что что-то не так. Он осматривает территорию с помощью своих талисманов и находит заклинателя у круга. Он предупреждает Изу, чтобы она была осторожна, и исчезает, оставив только талисман. Сека подходит к демону в лесу, пытаясь поговорить с ним, но демон называет его дураком за то, что он бросил ему вызов. Он призывает еще нескольких низших демонов, чтобы они напали, но Сека мгновенно уничтожает 2 из них и даже ловит 3-го в ловушку. Демон впечатленный представляется как Галиос, металлический демон. Сека атакует его с помощью своего талисмана, но демон уничтожает его. Сека удивлен, что демон видит его невидимые талисманы и пытается использовать еще несколько, но они тоже блокируются. Демон выпускает лезвие, от которого Сека легко уворачивается, но оно внезапно появляется снова, и он понимает, что демон может телепортировать лезвие. Демон также может стрелять огнем, и когда Сека прыгает, чтобы увернуться, демон появляется позади него, ранит его, и в итоге Сека теряет руку. Помня о том, что демоны что-то искали, Сека спрашивает, что им нужно, и демон отвечает, что они ищут героя. Сека говорит, что герой — это всего лишь легенда, но демон настаивает, что это правда, и говорит, что люди забыли об этом за годы мира и думают, что это просто легенда. Он рассказывает, что 12 лет назад получил предсказание и считает Аму героем.
Демон продолжает атаковать своими клинками, и Сека получает удар, а демон добивает его. Когда демон поворачивается, чтобы уйти, оказывается, что с Секой все в порядке. Демон не понимает, как он выжил, и Сека получает удар в голову, но говорит, что может просто возродиться. Демон намерен убить его, а затем остановить героя, пока она не стала самой сильной, но Сека смеется над тем, что значит быть самым сильным. Демон нападает, но Сека уклоняется и создает водоворот, но демон телепортируется и уходит. Он появляется снова, и Сека открывает портал, призывая грозового зверя, который поражает его молнией. Залив демона водой, Сека думает, что бой окончен, но когда дым рассеивается, демона нигде нет, и он внезапно получает удар в спину. Но Сека говорит, что это он поймал демона, и происходит мощный взрыв. Несмотря на это, демон выживает и пытается подняться, говоря, что у Секи скоро закончится талисман. Но Сека говорит, что у него их много, и он старательно делает их уже много лет. Решив покончить с этим, Сека открывает врата для одного из своих сильнейших слуг, призывая своего дракона-змея. Демон в шоке от увиденного зверя, говорит, что даже у короля демонов нет дракона, и бросается на него, одним укусом сокрушая его. Сека пытается отозвать дракона, но тот сходит с ума и пытается сбежать. Сека достает свои талисманы и загоняет его обратно в ворота. Сека удивлен, что дракон взбунтовался против него, и думает, что это из-за его ослабленного состояния в этом теле. Внезапно появляется Юки и спрашивает, можно ли использовать столько двойников талисманов, но Сека отвечает, что это было необходимо, чтобы понять, как атакует демон. Сека возвращается в зал и обеспокоится о нем. Говорит, что Аму сама справилась с 3 младшими демонами, и остальные студенты смотрят на нее с удивлением и тревогой. Видя их взгляды, Сека понимает, что она станет такой же, как он в прошлом. Он полон решимости помочь ей стать самой сильной, чтобы потом спокойно наслаждаться жизнью. Через месяц после нападения демонов в Академии все успокоилось. Сека пытается подружиться с Аму, но она холодна с ним и полностью его игнорирует. Когда Сека и Итан идут на занятия, над ними внезапно проливается горшок с водой, но Сека успевает телепортироваться в сторону. Профессор Кордел извиняется за пролитую воду, объясняя, что это специальная смесь из крови монстров и минералов, которую он использует для своих исследований. Он пытался сдвинуть его с помощью магии, но в итоге пролил. Он снова извиняется и уходит. Сека и я идут на следующий урок. Преподаватель говорит им, что скоро годовщина основания Академии, и им нужно помочь с ритуалом. Преподаватель объясняет, что им нужно отнести новый список студентов в храм в лесу и осветить его. Сека думает, что это может быть опасно, ведь он уже сражался там с демоном. Он спрашивает, что будет, если кто-то из студентов откажется, и преподаватель говорит, что тогда он будет следующим в очереди. Услышав это, он приказывает Ифи отказаться от места. Остальные студенты в шоке, но Сека говорит, что такой важный ритуал не должен проводить раб. После урока он извиняется перед Ифой, и она понимает, что он пытался отвлечь внимание от Аму, которую все начали ненавидеть после ее победы над демонами. Она спрашивает, нравится ли ему Аму, но Сека говорит, что он просто хочет быть ее другом, потому что она самая сильная. Ревнует, услышав это, и говорит, что тоже может стать сильной. Но Сека говорит ей представить, что она настолько сильна, что ее все уважают и боятся, и говорит, что это случится с Аму. Через несколько дней Сека получает список и отправляется с Аму в лес. Аму подозревает его, думая, что он пытается с ней заигрывать, хотя у него уже есть Ия. Сека говорит ей, что это недоразумение, и у него ничего нет с Ией. У Аму вдруг начинает болеть голова, и Сека замечает магический круг. Они думают, что это странно, и вдруг это срабатывает, перенося их в подземелье. На них нападают 3 ящера, но Ама бросается на них, используя огненный шар, и мгновенно их убивает. За ее спиной появляется Огр, но Сека призывает деревянный столб и разбивает ему голову. Ама удивляется, что заклинание сработало, но Сека говорит, что он узнал его, когда был дворянином. Они начинают исследовать подземелье, и Сека освещает путь с помощью своих талисманов. Он оставляет за собой след, прикрепляя талисманы к потолку, и Юки спрашивает, что он делает. Он объясняет, что оставляет след, чтобы его шикигами на поверхности смогли найти его и помочь выбраться из подземелья.
Внезапно Юки замечает, что к ним приближаются еще монстры. Аму снова бросается на них, но во время боя у нее начинает болеть голова, и она теряет сознание. Сека спешит ей на помощь, пронзая монстров деревянными кольями, но их слишком много. Увидев, что Аму без сознания, он призывает гигантскую многоножку, которая расправляется с остальными монстрами. Когда Аму приходит в себя, она удивляется, что все монстры мертвы. У нее снова болит голова, но становится легче, когда Сека ставит барьер. Он говорит, что его барьер может блокировать проклятие, и спрашивает, когда у нее начались головные боли. Она говорит, что это началось, когда она поступила в академию, но не думает, что это проклятие, потому что не заметила никаких отметин. Сека говорит, что есть места, которые она не видит, и это ее беспокоит. В конце концов, она раздевается, чтобы он мог осмотреть ее тело. Они не находят никаких отметин, но Сека говорит, что они могут быть скрыты другими способами. Поскольку барьер блокирует действие, они могут предположить, что она проклята. Альма спрашивает, придется ли ей навсегда остаться в барьере, но Сека использует прядь ее волос, чтобы создать замену. Они начинают лучше узнавать друг друга, и Аму спрашивает о его отношениях с этой, говоря, что она влюблена в него, но Сека отвечает, что они просто семья, и Аму это забавляет. Ведь дворянин называет своей семьей рабыню. Но Сека рассказывает ей, что к нему всегда относились как к чужаку, и это была единственной, кто нормально с ним общался. Альма рассказывает о своей семье, но, похоже, это больная тема, поэтому Сека спрашивает, чем она любит заниматься. Она говорит, что любит сражаться, ей это нравилось с детства, но родители считали это странным, ведь большинство людей боятся получить травму или умереть. Она даже была в отряде, который уничтожили. Но ей хотелось большего, и все думали, что с ней что-то не так. Она поступила в академию, чтобы стать сильнее, надеясь, что если она станет самой сильной, то сражения ей наскучат, и она станет более нормальной. Но после битвы с демонами ей стало слишком весело, и она подумала, что с ней что-то не так. Но Сека говорит, что она не странная, и она благодарит его за то, что он позволил ей выговориться. Сека находит выход из подземелья, и они продолжают путь. Они подходят к комнате босса и видят гигантского монстра Нага. Он плюется кислотой в Сику, но Аму отвлекает его своим ветряным копьем, а Сека призывает металлическое копье, чтобы пригвоздить его к полу. Аму использует огненный шар, вызывая цепную реакцию и взрыв. Аму делает выпад и пронзает монстра мечом, добивая его. После битвы Аму обнимает Сейко. Они счастливы, что им удалось победить босса подземелья. Они направляются в сокровищницу, где находят мифриловый меч, который Сейко отдает Аму, а себе берет магическое кольцо. Наконец им удается сбежать, и они докладывают обо всем профессору. Она не знала, что под храмом было подземелье, и поскольку магический круг исчез, они не могут найти виновного. Однако Сейко навещает профессора Кардела. После нападения демона и попадания в подземелье Сейко понимает, что среди них был предатель. Профессор удивлен, ведь он избавился от всех улик. Сейко просит его показать свою истинную форму, но оказывается, что он просто человек, работающий на демонов. Изучив его ритуал, Сейко называет его гением. Кордел гордится собой, рассказывая, что это проклятие, которое использует магию света, чтобы убить цель на расстоянии, выдавая это за болезнь. Он начинает хвастаться, что убьет Аму этим проклятием, но Сейко говорит, что он защищает ее. Проклятие нацелено на тех, кто был покрыт кровью демона, потому что Аму убила всех демонов, но Сейко призывает демона, которого он поймал, и обливается его кровью. Он становится целью проклятия, но используя технику противодействия проклятиям из своей прошлой жизни, он отправляет проклятие обратно к профессору. Профессор чувствует действие проклятия и начинает истекать кровью. Сейко на самом деле впечатлен, что он создал проклятие с нуля в этом мире, но, как экзорцист, он специализируется на проклятиях. После встречи с профессором Юки задается вопросом, как он узнал, что профессор был виновником, и оказывается, что его Шикигами нашел на нем цветочную пыльцу, которая была только возле магического круга. Решив эту проблему, он надеется, что сможет наконец вернуться к нормальной жизни студента. Он отдает Еве магическое кольцо, которое помогает ей призывать духов стихий. Он пытается подружиться с Аму, но, к его удивлению, она все еще холодна с ним, но почему-то стала теплее относиться к Еве, и он не понимает, когда они успели подружиться. Прошел год, и все было спокойно, студенты снова устроили пир. Альма благодарит Еву за помощь в учебе, и она рада, что может насладиться едой, ведь в прошлый раз демоны все испортили. Сека следит за школой с помощью своих талисманов, но к нему неожиданно подходит заместитель директора. Ему говорят, что он и Итан должны встретиться с директором.
Аму шутит, что его могут отчислить, и Сейка чувствует, что что-то не так. Итан удивляется, какая у директора внешность, ведь школу ведет заместитель директора. Когда они заходят в кабинет, они видят маленькую женщину-гнома. Она говорит, что думала, что он будет более дерзким, и Сека удивляется, что академию возглавляет получеловек. Директор удивляется такому замечанию, и это заставляет ее вспомнить одного человека. Сека спрашивает, знает ли она его отца, но она имела в виду его дядю, который, как он узнал, был настоящим отцом Секи. Директор переходит к сути и говорит ему, что хочет, чтобы он принял участие в турнире по фехтованию. Она вызывает другую ученицу по имени Мейбл и сообщает, что их академия получила 2 заявки на участие в турнире. Одна заявка будет на Мейбл, а другая либо на него, либо на Аму. Аму шокирован этой новостью и не понимает, почему выбрали не его. Она не понимает, зачем участвовать в турнире по фехтованию, но Айфа говорит, что в этом году правила изменились и разрешили использовать магию. Аму все еще не может поверить, что его не выбрали, несмотря на его навыки владения мечом и магией. Видимо, директор решила, что Сейка подходит для этой работы. Сёйка предполагает, что директор не хотела брать слишком сильного ученика, опасаясь, что его переманят другие академии. В таком случае Аму не понимает, почему выбрали его, но Сейка говорит, что он обычный, хотя Аму слышит, что он врет. Они втроем обсуждают Мейбл, и Аму предполагает, что она из знатной семьи, поэтому и получила место благодаря связям. Пока она говорит гадости, внезапно появляется Мейбл и говорит, что ее не взяли просто потому, что она слишком слаба. Это злит Аму. Она берет тренировочные мечи у проходящих мимо учеников и вызывает Мейбл на бой. Пока они готовятся, Сейка видит, что Мейбл хорошо владеет мечом, а Этель спрашивает, не стоит ли их остановить. Но Сейке интересно посмотреть, насколько хороша Мейбл. Бой начинается, и Ама бросается на Мейбл. Ее атака блокируется, и Мейбл переходит в наступление. Ама проигрывает в одно мгновение, и бой заканчивается. Мейбл насмехается над ней, называя ее героиней, но Ама говорит, что она использует магию. Мейбл говорит, что она слаба, потому что надеется на второй шанс, и предупреждает Сейку, что если он не хочет пострадать, то должен отказаться от участия в турнире, потому что это будет жестоко. Сейка благодарит ее за предупреждение, и она уходит. Он проверяет, как та мама, которая, кажется, внезапно приняла решение. Вскоре они уже едут в карете в столицу. Но Сейка не понимает, почему Эйд и Ама едут с ними. Эйд говорит, что она едет как его служанка, оставляя Аму, которая, похоже, просто увязалась за ними. Она говорит, что всегда хотела побывать в столице, но Сейка понимает, что она просто хочет посмотреть турнир и увидеть, как сражается Мейбл. Он спрашивает, где она собирается остановиться, и она говорит, что будет жить у Аи. Сейка начинает чувствовать себя плохо из-за поездки в карете, и Мейбл называет его слабаком. Ама говорит ей, что нужно уважать старших, но Мейбл признается, что она на самом деле одного возраста с ними, хотя поступила в академию на год позже. Эйд тоже говорит, что поступила на год позже, так что она на год старше, и Ама понимает, почему она такая развитая. Мейбл разочарована в академии, говорит, что все ведут себя как дети, включая Сейку, но Сейка отвечает, что это потому, что они еще дети. Наконец они приезжают в столицу, и Сейка чувствует себя плохо из-за поездки. Мейбл уже ушла, и Ага предлагает ему отдохнуть, но Сейка настаивает на том, чтобы пойти на арену и посмотреть турнирную сетку. Он узнает, что если они оба победят, то в полуфинале встретится с Мейбл. После осмотра доспехов Сейка решает отдохнуть в гостинице. Этель хочет пойти с ним, но он просит ее прогуляться по городу. Аму говорит, что ему нужно особое снаряжение, но он просит ее не выдумывать. После того, как они уходят, Сейка пытается понять, почему директор выбрал его для участия в турнире. Наступает день турнира, и ведущий объявляет, что правила были изменены, чтобы разрешить использование магии. Примерно половина участников маги. У каждого участника есть специальный амулет, который поглощает урон, но если он сломается, бой будет окончен. Сейка считает, что турнир пытаются провести так, чтобы не было жертв. Сейку представляют в первом бою, его соперник, бывший наемник-аристократ по прозвищу Быстрый как молния. Он настоящий мастер меча, известный своей невероятной скоростью. Его выгнали из семьи за плохое поведение, поэтому он рад, что его противником стал Сейка, ведь он ненавидит аристократов. Зрители с нетерпением ждут, как пройдет бой между магом и мечником. Но мужчина презирает магов, говоря, что их заклинания слишком долго готовятся. Сейка говорит, что он все еще плохо себя чувствует. Мужчина думает, что он пытается оправдаться, но Сейка просто хочет закончить бой побыстрее.
Это злит мужчину, и бой начинает. Он мгновенно наносит удар Сейке, но тот использует свой амулет и оказывается позади него. Он произносит еще одно заклинание и мгновенно выбивает мужчину с ринга. Бой окончен, и Сейка объявляется победителем. Девушки болеют за него, а зрители гадают, как все закончилось в мгновение ока. Сейка думает, что ему, возможно, стоит быть немного сдержаннее в будущем. Когда он остается один, появляется Юки и спрашивает, как далеко он намерен зайти в турнире, и предупреждает, что не стоит слишком выделяться. Она также беспокоится, что он тратит слишком много талисманов, но он говорит, что это необходимо, ведь он присматривает за двумя девушками. Когда он присоединяется к остальным на трибунах, начинается следующий раунд. Мы видим Берна, главного ученика-мудреца, известного своей магией воды, и его противника Кайла, охранника торговцев. Глядя на него, зрители задаются вопросом, как он будет сражаться. Когда начинается бой, Берн готовится, но вдруг замечает взгляд Кайла. Сейка понимает, что что-то не так, и пытается получше рассмотреть происходящее. Кайл медленно приближается к Берну, который стоит как вкопанный. Сейка видит страх на лице Берна, а Кайл просто подходит и наносит удар. Кровь брызжет во все стороны, и зрители в шоке и замешательстве. Но, несмотря на это, они продолжают болеть за зрелище, кроме троицы. Сейка внимательно смотрит на Кайла и видит, что у него есть глаз зла, который позволяет ему проклинать людей одним взглядом. Сейка выходит на второй раунд, и его противником становится огромный голем. Он заколдован, и его хозяин хвастается, что он специально создан для борьбы с магами. Она говорит Сейке, что у него нет шансов и лучше сдаться. Но когда начинается бой, Сейка быстро призывает одного из своих демонов, который пронзает голема и исчезает. Для зрителей это выглядело так, будто Сейка использовал магию ветра, а женщина была в замешательстве. Сейка ответил ей тем же, сказав, что она должна признать поражение, и объявил его победителем. После матча Сейка сказал, что это был сложный бой, но Юки это озадачило. Сейка объяснил, что призыватели запрещены, и если бы они заметили, что он призвал демона, его бы дисквалифицировали. Когда Сейка вернулся на трибуны, Ая забеспокоилась, увидев, как Кайл убил своего противника. Она подумала, что Сейке лучше сняться с турнира. Сейка заверил ее, что с ним все будет в порядке, а Альма сказала, что его бои смотреть неинтересно. Она спросила, присоединится ли он к императорской гвардии, если выиграет турнир. Но Сейка ответил, что не собирается этого делать. Аму обрадовалась, услышав это, хотя и старалась не показывать этого. Сейка сказал, что не уверен в своей победе, но Аму не могла представить, что он проиграет, а СА все еще волновалась. Начался второй раунд, и теперь очередь Мейбл сражаться. Ее противником был Хора, очень опытный маг Земли. Когда начался бой, Хора атаковал своим камнеметом, но Мейбл разрубила его. Хора удивился и продолжал атаковать камнеметом, но Мейбл смогла отразить все его атаки. Хора отступил и начал читать заклинания, чтобы использовать продвинутую магию. Он создал стену, чтобы защититься, но Мейбл метнула ножи и разрушила стену. Хора создал несколько стен, но Мейбл разрушила их своими кинжалами. Альма не понимала, как она это делает, а Сейка подумал, что она, должно быть, использует гравитационную магию, чтобы сделать свое оружие тяжелее камней. Она продолжает разрушать стены, и Хару пытается контратаковать, но Мейбл нападает на него и ломает его посох. Хару признает поражение, и Мейбл объявляют победительницей. Ведущий называет Мейбл непобедимой героиней, и Сейка удивляется, почему ее называют героиней. Аму говорит ему, что Мейбл — это имя второй героини, и она даже использует то же оружие. Но Сейка понимает. Той ночью мы видим, как мужчина отправляет почтового голубя, но его перехватывают, и появляется Сейка. Он обвиняет мужчину в том, что тот работает на демонов, но мужчина делает вид, что не понимает, о чем речь. Проходя мимо, он пытается напасть на Сейку, но тот его останавливает. Сейка говорит, что видел, как он разговаривал с торговцем информацией, используя одного из своих шикигами. Сейка спрашивает, что за сообщение он отправлял, но мужчина отказывается отвечать, говоря, что не скажет ничего, даже если его будут пытать. Сейка призывает одного из своих демонов, Сатори, и когда мужчина смотрит на него, Сатори читает его мысли. Сейка задает ему вопросы, и мы узнаем, что он работает на демонов. Сейка догадывается, что он охотится за героиней, и мужчина удивляется, потому что это должно быть тайной. Сейка спрашивает, как зовут героиню, за которой он охотится, и оказывается, что это Мейбл. Сейка удивляется, почему он думает, что она героиня, и это потому, что она соответствует описанию, которое дал их шпион. Но так как Сейка убил Кардела,
Они больше не могут подтвердить это. Узнав все это, он отпускает мужчину, но говорит Сатори, что тот может его съесть в качестве награды. Мужчина в ужасе, и монстр его пожирает. Сатори говорит, что это было необходимо, потому что отпускать его было слишком опасно, но на самом деле он читал мысли Секи, и Сека пригрозил ему за это. Сатори испугался, и Сека открыл ворота, чтобы отправить его обратно. Появилась Юки, и Сека извинился за то, что напугал ее. Он позвал своего ворона и проверил сообщение от голубя, но оно оказалось зашифрованным, и он пожалел, что не оставил парня в живых. Сека рассказывает о плане Академии. Они хотели, чтобы Мейбл победила и привлекла к себе внимание, чтобы отвлечь демонов от Аму. Юки стало интересно, кто такая Мейбл, и Сека предположил, что она, скорее всего, использует вымышленное имя, но ему было все равно, кто она. Ведь она была здесь, чтобы защищать Аму. На следующий день Кайл победил своего соперника с помощью своего дьявольского глаза, а Рейна, мальчик, который может использовать все 4 элемента, тоже прошел в следующий раунд. Сека столкнулся с Рейной, и тот сказал, что они встретятся в финале. Все говорили о нем, потому что он может использовать все 4 элемента, а его соперник в следующем раунде уже выбыл. В третьем раунде Сека сразился с некромантом, но легко победил его, и Мейбл тоже легко выиграла. После боя Мейбл подошла к Секе и сказала, что ему нужно отказаться от участия в полуфинале, но Сека отказался. Она признала его силу и предупредила, что будет выкладываться на полную, но не хочет его убить. Но Сека все равно отказался. Внезапно объявляют, что следующий соперник Кайла отказался от боя, поэтому они решают провести полуфинальный поединок между Рейной и Кайлом. Когда начинается бой, Рейна накладывает на себя заклинание светлой магии, чтобы защититься от сглаза. Аму удивлен, что Рейна может использовать магию света в дополнение к 4 стихиям. Реус начинает злорадствовать, потому что он невосприимчив к сглазу, но Кайл медленно приближается к нему. Реус бросает огненный шар, но тот не действует. Он продолжает атаковать, используя все свои стихии, но Кайла это не останавливает, и он продолжает наступать. Сека думает, что он, должно быть, использует магию гравитации, как Мейбл. Рейна впадает в отчаяние и призывает армию големов, чтобы защититься. Но Кайл использует магию теней и мгновенно уничтожает всех големов. Рейна бросается на него, но Кайл останавливает его, связывая своей тенью. Кайл собирается прикончить его, но бой останавливают, и Кайла объявляют победителем, который выходит в финал. Ночью Сека думает о том, чтобы вернуться в Академию после финала, но Юки напоминает ему, что он не должен победить. Когда он пытается заснуть, Юки внезапно превращается и говорит, что хочет спать с ним. Сека отвечает, что они и так всегда спят вместе, но Юки говорит, что уже давно не принимала человеческий облик. Сека чувствует что-то неладное и замечает Мейбл на крыше благодаря шекигами. Он прыгает на Юки, радуя ее, но раздается взрыв, и появляется Мейбл. Сека готовится к бою, и Мейбл бросает в него ножи. Она выталкивает его из окна, но ему удается увернуться от нее. Он пытается связать ее заклинанием, но Мейбл удается защититься. Она нападает на него, но Сека уходит, используя свой талисман-двойник. Секе удается ее удержать, и он пытается с ней поговорить. Мейбл удивляется, что он хочет поговорить после того, как она на него напала, но Сека объясняет, что она не пыталась его убить. Она говорит, что просто хотела сломать ему пару костей, чтобы он выбыл из турнира. Она настроена дойти до финала и снова просит его сняться с соревнований. Сека говорит, что знает, что она заменяет Аму, и предполагает, что ее миссия – победить в турнире, выдавая себя за героя, чтобы привлечь внимание дьяволов. Мейбл удивлена, что он так много знает, но говорит, что он ошибается, и ее миссия не в том, чтобы победить в турнире, а в том, чтобы быть убитой Кайлом, чтобы дьяволы подумали, что герой погиб. Она рассказывает, что и она, и Кайл были обучены торговцами из Лего-Рок. Торговцы Лего-Рок отбирают талантливых детей-рабов и обучают их, чтобы они стали солдатами. Она упоминает, что торговцы проверяют Кайла, чтобы узнать, стал ли он настоящим солдатом. Секе интересно, что она имеет в виду, и Мейбл говорит, что когда торговцы делают из ребенка солдата, они проводят операцию, вскрывают череп и наносят на мозг магические символы, из-за чего солдат больше не чувствует страха или сомнений и становится абсолютно послушным. Детей обучают группами по 4 человека, они живут и тренируются вместе. Их учат полагаться друг на друга и поддерживать друг друга. Но в итоге только один из них согласился на операцию, и ему было поручено убить 3 своих друзей в качестве финального испытания, чтобы стать солдатом.
Поскольку она была расходным материалом, они решили использовать ее в этой миссии, чтобы обмануть демонов, и она признается, что она последний человек, которого Кайлу нужно убить. Хотя ее задача — умереть, Мейбл планирует дойти до финала, чтобы убить Кайла. Она говорит, что Кайл убил ее брата, и она хочет отомстить. Однако Сика видит, что она лжет, и догадывается, что Кайл на самом деле ее брат. Он замечает, что ее волосы покрашены, а глаза такие же, как у него. Увидев, что он все понял, Мейбл говорит, что перед операцией брат сказал ей, что если он станет другим человеком после операции, то пусть она его похоронит. Она больше не может считать его своим братом, потому что ее брат никогда бы не стал убивать без причины, поэтому она собирается выполнить его просьбу и похоронить его. Сека спрашивает, сможет ли она победить его, но Мейбл полна решимости попробовать, несмотря ни на что, потому что она все равно умрет, независимо от результата. Ведь торговцы избавятся от нее. Услышав это, Сека решает, что он сам дойдет до финала и победит Кайла. Мейбл удивлена, услышав это, и Сека говорит, что ей не обязательно побеждать Кайла. Мейбл говорит, что для нее уже слишком поздно, намекая, что он не понимает, потому что они из разных миров. Она понятия не имеет, что будет делать, но Сека говорит ей, что она может просто вернуться в академию. Она знает, что торговцы никогда этого не позволят, но Сека обещает, что сможет ее защитить. Мейбл ему не верит, но Сека утверждает, что он самый сильный. Он говорит, что если бы у ее брата была последняя просьба, он бы хотел, чтобы его сестра была свободна. Мейбл благодарит его, но клянется, что сделает все возможное, чтобы победить. На следующий день у них полуфинальный бой. В этом раунде Мейбл вооружена гигантским боевым топором и говорит, что больше не будет притворяться героем. Сека рад увидеть ее настоящую силу, но Мейбл называет его благородным мальчишкой и говорит, что у него нет шансов. Бой начинается, и Мейбл переходит в наступление. Она рубит камни, атакуя Секу, но он уклоняется благодаря своему талисману. Сека впечатлен ее скоростью и думает, что она использует гравитационную магию, чтобы облегчить вес топора. Он бросает в нее камни, но она уворачивается. Она бросает кинжалы, наполненные гравитационной магией, но Сека легко их блокирует. Он контратакует с помощью своих лиан, но Мейбл вырывается. Однако ее топор становится слишком тяжелым, и Сека говорит, что он сделал его в 1000 раз тяжелее. Он снова атакует лианами, но на этот раз они наполнены ртутью, что делает их намного сильнее. Он хватает ее топор, но Мейбл говорит, что он даже не сможет его поднять, но с помощью одного из своих талисманов он делает его легче и поднимает перед ней. Матч заканчивается, и Сека объявляется победителем. Он успокаивает ее и говорит, что оставит Кайла ему. Следующими на ринг выходят бойцы, и Сека извиняется за то, что сорвал их планы, но Кайл рад, что Мейбл жива, и он сможет убить ее позже. Сека пытается урезонить его, но Кайл говорит, что это не его дело. Начинается бой, но прежде чем Кайл успевает активировать свой глаз, Сека призывает красный туман, который полностью накрывает поле боя. Сека атакует его пламенем, но оно не действует из-за гравитационной магии Кайла. Сека меняет тактику и призывает ртутные лозы, чтобы связать Кайла, но тот освобождается с помощью магии теней. Кайл продолжает приближаться, но Сека призывает врата, из которых появляется Минотавр. Кайл атакует его тенью, но на зверя это не действует. Минотавр отбрасывает его в сторону, и Сека говорит, что если бы он мог чувствовать страх, то, наверное, не стал бы ввязываться в эту драку. Сека хочет оставить его в живых, но его внезапно поражает проклятие. Сека ставит барьер, чтобы блокировать проклятие, и метки исчезают. Но он уже получил слишком много урона и кашляет кровью. Кайл хватает его и передает последнее сообщение для Мейбл. Разозлившись, что проиграл из-за проклятия, он отказывается сдаваться. Он активирует свою технику и готовится вернуть Кайла с того света. Юки умоляет его остановиться, говоря, что техника привлечет слишком много внимания, и напоминает ему, чем все закончилось в его прошлой жизни, и Сека отменяет технику. После окончания боя Кайла не стало, но Сека объясняет, что он полностью уничтожил его, и судьи ему поверили. Он объявлен победителем турнира и получает денежный приз. Он спрятал тело Кайла в своей пустоте, чтобы Мейбл могла похоронить его как следует. Мейбл благодарит его за помощь, и Сека передает последнее сообщение Кайла. Он извиняется за то, что сломал ее заколку, и мы видим, что в детстве она очень любила эту заколку, но он случайно ее сломал. Мейбл плачет, вспоминая об этом, и прощается с братом. Мейбл не знает, что теперь с ней будет, но Сека уверяет ее, что она может вернуться в академию, а он совсем разберется. Они все объясняют Амуии, но Сека не упоминает, что Мейбл выдавала себя за героя.
Аму останавливает Мейбл и требует реванша, но Мейбл не в настроении. Однако Аму настаивает. Они начинают поединок, но на этот раз Аму использует магию, разрубая меч Мейбл. Она говорит, что теперь тоже может использовать гравитационную магию, и просит ее не недооценивать ее. Она говорит, что теперь они равны, и рада, что у нее появился еще один спарринг-партнер. Мейбл немного растеряна, но в итоге они решают подружиться. Они возвращаются в академию, и Сека встречается с директором. Он говорит, что понял их план использовать Мейбл, но директор признается, что отправила его на турнир, чтобы спасти ее. Она пожалела ее, увидев, какая она талантливая, и придумала способ, как заставить ее проиграть, не убивая. Она называет Секу своим козырем, но Сека спрашивает, что бы она сделала, если бы он проиграл. Она говорит, что живет уже очень давно и умеет определять, насколько силен человек. Сека спрашивает, сколько ей лет, но она называет его грубияном. Но она говорит, что перестала считать, когда ей исполнилось 300. Директор гарантирует безопасность Мейбл в академии, но говорит, что ей нужно научиться жить в новом мире. Позже Сика встречается с командой, и Мейбл снова перекрашивает волосы в свой натуральный цвет. Мейбл пытается улизнуть, но Сика ее останавливает. Мейбл считает его слишком строгим учителем, но Сика говорит, что ей нужно учиться, потому что она не смогла сдать вступительный экзамен. Мейбл плачет и просит ей помочь, но Эй говорит, что Сику на самом деле не так уж строг с ней, и это ее удивляет. Приближаются летние каникулы, и Альма думает, как их проведут остальные. Сика говорит, что его попросили исследовать драконов в стране Астелия. Его отца тоже просили, но он слишком занят, поэтому вместо него отправляют Сику. Аму просит взять ее с собой, но Сика напоминает ей, что ее ждут родители. Мейбл говорит, что у нее нет планов, и тоже просит взять ее с собой, но Сика говорит, что ей нужно подтянуть учебу. Он просит Ай пойти с ним, и она сразу соглашается. Внезапно в зал входят двое. Они подходят к Сике и представляются: Сесилия, первый принц Астелии, и его эльфийский слуга Лис. Сика здоровается с ними, но Сесилия сразу же обращает внимание на Эй. Он тут же просит ее присоединиться к его гарему и стать одной из его жен. Все в шоке, и объясняет, что она служанка Сики. Принц предлагает купить Эй за высокую цену, и Сика в недоумении. Лис говорит Сесилио, что он устраивает сцену, поэтому они уходят в отдельную комнату, чтобы поговорить. Они начинают обсуждать расследование о драконе. Согласно легендам, дракон был выведен из яйца королевской семьей. Сесилио объясняет, что, по слухам, дракон живет среди людей уже больше века, но в последнее время он начал странно себя вести, нападая на поля и даже на домашний скот. Сесилия просит Сейку разобраться в происходящем. Затем он обращает внимание на Эная, но Лис напоминает ему, что нужно вести себя прилично. После встречи Сейка попадает в засаду Аму и Мейбл, которые хотят узнать, что происходит. Они беспокоятся, что Эна дадут принцу, но Сейка считает, что для нее это может быть хорошей возможностью, если она заинтересована. Они говорят ему, что она ни за что не захочет этого, и что ему не стоит даже заикаться об этом. Но Сейка смущен, он не хочет лишать ее такой возможности. 2 дня спустя он и Ая присоединяются к каравану принца в Астелию, и Сейка с трудом переносит поездку. Они говорят о том, что увидят настоящего дракона, и Ая упоминает, что принц пригласил ее прокатиться с ним. Она думает, что он просто пошутил насчет того, что она присоединится к его гарему, но кажется немного польщена этим. Через 9 дней они прибывают в столицу Астелии. Они находят окрестности довольно красивыми, но Сесилия упоминает, что дракон заставил людей жить в страхе, и торговля стала затруднительной. Дракон пролетает над ними, и Сейка отмечает его размеры. Внезапно дракон пикирует на них, пролетая прямо над ними. Мы слышим, как кто-то произносит заклинание, и появляется впечатляющий лавовый тигр. Он бросается на дракона, едва не задевая его, и дракон улетает. Тигр переключает внимание на Ифу и бросается на нее, но Секе удается вовремя остановить его, хотя тигр начинает плавить все вокруг. Сека подбегает к нему и готовится уничтожить тигра, но его внезапно сдерживают, и мы встречаем Зека, призывателя. Он ругает тигра за то, что тот разбушевался, и возвращает его в книгу. Принц подбегает и предупреждает Зека, что тот чуть не навредил гостям. Но Зак говорит, что просто пытался прогнать дракона, который в последнее время стал подбираться все ближе и нападать на людей. Сека удивляется, в чем дело, и принц объясняет, что Зак – глава наемников, которых он нанял. Зак спрашивает, как такой ребенок, как он может помочь с их проблемой, а Сека интересуется, зачем он вообще нанял наемников. Принц признается, что пытается охотиться на дракона, чтобы решить их проблему.
Сека говорит, что тигру из лавы не под силу убить дракона, и Зек отвечает, что он не понимает, о чем он говорит, утверждая, что в прошлом убил множество драконов. Они начинают спорить, но принц их разнимает. Он прогоняет Зека и отчитывает Секу за то, что тот его спровоцировал. Сека извиняется, говоря, что потерял самообладание, потому что Ева была в опасности. Он спрашивает, одобрила ли королева охоту на дракона, ведь дракон – символ страны, но Сесилия отвечает, что все зависит от его решения, и напоминает Секе о его месте в обществе. Ифа поворачивается к Секе и спрашивает, почему она не защищалась магией, но Ифа отвечает, что испугалась и застыла на месте. Он отчитывает ее, говоря, что не всегда будет рядом, поэтому она должна уметь защищаться. Он спрашивает, не было ли ошибкой брать ее с собой, и она начинает плакать. Принц пытается успокоить его, говоря, что это естественно, испугаться такого существа. Сека говорит, что это их личное дело, и добавляет, что если она не может сражаться, то должна хотя бы убежать или позвать на помощь. Когда они возвращаются в карету, Секе становится стыдно за то, что он отчитал ее, но он вспоминает, как один из его друзей застыл от страха и в итоге был съеден драконом. И не хочет, чтобы это случилось с Ифой. На следующий день они идут в библиотеку, чтобы узнать больше о драконах. Сека выясняет, что нечто подобное уже случалось в прошлом. Несколько сотен лет назад королева высидела яйцо, из которого вылупился дракон, и он жил среди людей. В конце концов, в Астелию прилетел еще один дракон, и они стали жить вместе в горах. Но через 50 лет драконы стали более агрессивными, и это произошло из-за того, что у них появился детеныш. Ифа спрашивает, что случилось с детенышами, и ему отвечают, что они покинули гнездо, когда выросли. Еще через 50 лет дракониха умерла от старости, и это было 100 лет назад. Ифа думает, что сейчас ситуация другая, ведь это должен быть только один самец-дракон, так что дело не в защите потомства. Сека решает, что лучше всего будет просто подняться на гору и посмотреть самому. Эа считает, что это слишком рискованно, но Сека уверен, что сможет уйти, если понадобится. Позже тем же вечером Эна приходит к нему в комнату. Она говорит, что ее искал принц, и не знает, что делать. Сека говорит, что ей не обязательно идти, и предлагает остаться у него на ночь. Он предлагает ей свою кровать, но она говорит, что им обоим хватит мест. Они ложатся спать, и Сека спрашивает, что она думает о принце. Он спрашивает, приняла ли она его предложение, и говорит, что ей не нужно беспокоиться о нем. А думает, что он пытается от нее избавиться, и снова извиняется за вчерашнее. Сека говорит, что он не это имел в виду, и Аа спрашивает, почему он об этом заговорил. Он говорит, что для нее это может быть хорошей возможностью, и Аа спрашивает, что бы он чувствовал, если бы она ушла. Он говорит, что ему было бы одиноко, но он бы это принял. Аа говорит, что подумает об этом, хотя мы видим, что она плачет. Утром уже ушла, и внезапно появляется Юки. Она жалеет напоминая, что та влюблена в него. Сека считает, что они просто друзья детства, но Юки знает, что я всегда любила его. Сека спрашивает принца, почему он так настойчиво добивается Принц говорит, что его привлекают ее внешность и ее ум. Он снова предлагает купить но Сека отказывается. Но он говорит, что если захочет, то он не будет ей мешать. Сека рассказывает принцу, что отправился на гору, чтобы встретиться с драконом. Принц знает, что это займет несколько дней, и думает, что это идеальное время для того, чтобы что-то предпринять. Сека прощается с и уходит на гору. Когда возвращается в свою комнату, к ней подходит Лис. Она рассказывает о стране и о том, что там много маны. Она говорит, что видит духов вокруг Гатна, и предполагает, что это должно быть потомок эльфов. Она пытается убедить присоединиться к гарему, но та может думать только о Секе. Лис спрашивает, довольна ли тем, что она рабыня, и знает ли она, что Сека чудовище. Эа понимает, что она имеет в виду, и Лис говорит, что духи вокруг Секи, похоже, избегают его, как будто он демон. Верит, что Сека человек, потому что они выросли вместе, но Лис говорит, что она не знает его мать, которая могла быть демоном. Она настаивает на том, что верит в Секу, и Лис решает показать ей гарем. Когда Лис показывает ей гарем, он оказывается не таким, как она ожидала. Это больше похоже на школу, где обучают молодых женщин, которые станут будущими лидерами и чиновниками королевства. Лис говорит, что мать принца нынешний монарх, и ее все любят. Принц беспокоится, что не сможет оправдать ее ожидания, поэтому пытается проявить себя, решая проблемы с драконом и ища себе невесту.
Лис говорит, что знает его с рождения и ручается за него, что он хороший человек, поэтому она надеется, что Я останется с ним. Тем временем Сека поднимается на гору и находит дракона. Дракон тут же выпускает в него струю огня, но Сека блокирует ее своим барьером. Дракон взлетает и бросается на него. Но Сека успевает телепортироваться с помощью своего талисмана. Он открывает портал и призывает одного из своих демонов, который издает пронзительный крик, от которого дракон падает на колени. Сека создает огнеупорную сеть и связывает дракона. Юки удивляется, почему он не использовал сеть сразу, но Сека говорит, что не хотел причинять дракону боль, связывая его во время полета. Сека направляется к гнезду и находит там яйцо. Юки это кажется странным, ведь дракон должен быть самцом, но Сека говорит, что некоторые существа могут менять пол и даже размножаться самостоятельно. Он начинает заботиться об яйце и понимает, что легенды о том, что королевская семья вывела дракона, возможно, правдивы. Он начинает греть яйцо и думает, что дракон пытался сохранить его в тепле. Поскольку они знают, почему дракон стал агрессивным, Сека решает, что пора возвращаться, но дракон настаивает, чтобы он остался. Тем временем приводит к принцу. Он разговаривает с человеком по имени Грут, который изучает как образец. Учитывая ее образование и магические способности, он называет цену, которую она стоит. Принц соглашается с ценой и подтверждает это своему подчиненному. Ева не понимает, о чем они говорят, и принц достает огромный мешок с золотом, говоря, что ее освободят. Он упоминает, что им нужно разрешение Секи, но принц настаивает, что он заплатит столько, что Сека не сможет отказаться. Он даже предлагает отменить рабство, чтобы заставить Секу продать ему Еву. Ева пытается отказаться, и принц спрашивает, почему она хочет быть рабыней, но Ева отвечает, что даже будучи рабыней, она может выбирать, что ей делать. Подчиненный принца возвращается с документами и говорит, что им нужен отпечаток пальца Евы. Принц колеблется, но мужчина говорит, что Ева в конце концов поймет, что это было для ее же блага. Принц приказывает стражникам схватить Еву, и она готовится защищаться, но Лис создает барьер, блокирующий ее магию. Она использует свою магию, чтобы порезать Еве палец и взять отпечаток. Но в этот момент появляется дракон, и барьер разрушается. Сека извиняется за то, что появился таким образом. Он объясняет ситуацию с драконом и говорит, что ему нужен маг огня, чтобы согреть яйцо. Он видит Еву и зовет ее на помощь. Лис предупреждает ее, чтобы она не шла, но Ева признается, что любит его и хочет улететь. Когда они добираются до гнезда, на них внезапно нападает лавовый тигр. Сека останавливает его своей магией и зовет Зака, чтобы тот вышел из укрытия. Появляется Зек и его люди, и Сека понимает, что они использовали принца, чтобы добраться до драконьего яйца. Видя, что Сика раскусил его план, Зик решает избавиться от него. Он приказывает тигру напасть, но тот взрывается от гейзера воды. Сика удивлен, а Эфир не боится, как в прошлый раз. Тигр снова нападает, и Зик посылает своих людей, но Сика использует свою атаку «Белое пламя», выпуская огромный поток белого огня, который полностью испаряет тигра. Зек удивляется, кто такой Сика, и называет его сильнейшим магом в мире. Дракон приближается, и все люди Зика убегают, но Сика ловит их всех своими лозами. А Эа превращает его книгу в пепел. Сика хвалит Эа и удивляется, что она даже научилась магии воды, гладит ее по голове. Сика докладывает принцу, что Зик обманывал его, и принц приказывает посадить их всех под стражу. Сика продолжает рассказывать, почему дракон стал агрессивным, и предполагает, что если принц поможет высидеть яйцо, дракон снова будет считать людей своей семьей и защищать земли. Но принца это не устраивает, он думает, что это будет выглядеть нерешительно и не понравится императорскому двору. Он просит Сику убить дракона, говоря, что раз ему разрешено находиться в гнезде, он может отравить дракона. Сика не верит, что он просит об этом, и принц говорит, что он должен это сделать, чтобы доказать, что достоин стать следующим королем. Сика отказывается, и принц зовет стражу, говоря, что Сика, возможно, магически воздействовал на дракона. Принц продолжает говорить, что теперь она свободна и что Сика опасен, но Сика перебивает его и начинает злиться, отчитывая принца и называя его ребенком, говоря, что он никогда не отдаст ему Эру. Сёйка беспокоится, что зашел слишком далеко, но Лис смеется и приказывает стражникам отступить. Она спрашивает, что Эра думает обо всем этом, и Эра снова отказывается от предложения принца, говоря, что хочет вернуться в академию с Сейкой.
Лис говорит принцу, что ему стоит сдаться, и извиняется перед Сейкой, который тоже извиняется за свою вспыльчивость. Она разговаривает с Эфой наедине и видит, что та настаивает на том, чтобы остаться с Сейкой. Она берет ее за руку и дает ей немного редкого лечебного зелья. Эра напоминает ей о принцессе эльфов из сказок и желает ей удачи. Когда они возвращаются в академию, Сейка спрашивает, какие парни ей нравятся, и она описывает его как умного, сильного, доброго и немного одинокого. Сейка думает, что она слишком разборчива, и сомневается, что сможет найти такого парня, но Эра считает, что это не так уж сложно. В другом месте мы видим, как группа демонов сражается с кучей монстров. У демонов впечатляющие способности, и они легко побеждают монстров. Демоны окружают мужчину, который потрясен, что они так легко победили его монстра. Босс просит мужчину показать дорогу, но тот ему не доверяет. Внезапно у мужчины появляется козырь в рукаве, и босс видит, что это циклоп-старейшина. Босс решает разобраться с ним сам. Когда циклоп нападает на него, он легко уничтожает его оружие. Он бросается на циклопа, который стреляет в него лазером из глаза, но босс блокирует его и побеждает циклопа. Остальные демоны впечатлены. Они убивают мужчину, и, похоже, их миссия найти и убить героя. В академии Сека говорит Аму, что хочет познакомить ее со своей семьей. Она в шоке, а Ева понимает, что он хочет быть с Аму. Но Сека все объясняет, говоря, что во время каникул он поедет домой, и его отец хочет познакомиться с магом, который владеет всеми стихиями. Аму соглашается, и Сека приглашает Мейбл пойти с ними. Когда он остается наедине с Юки, мы узнаем, что он не хочет возвращаться домой, но, похоже, есть кто-то еще, кто хочет с ними встретиться. Когда они приходят, их встречает его старший брат Луфт. Сека знакомит своих друзей, и отец Эй, Аддас, рад видеть свою дочь. Их прерывает появление Глей. Сека беспокоится, что он все еще злится из-за того, что занял его место в академии, но Глей почти благодарит его и рад, что он пошел в армию. Он все еще помнит, как его унизили, и требует дуэли с Секой. Аму вмешивается и принимает вызов, а Сека говорит, что примет его, если он победит. Начинается бой, и Аму переходит в наступление. Глей поскальзывается, и Аму наносит смертельный удар. Но Глей произносит заклинание, которое удивляет ее, и он обезоруживает ее в тот же миг. Альма жалуется, что он жульничал с помощью магии, но Глей говорит, что на самом деле он не использовал заклинание. Глей требует сразиться с Секой, но прежде чем они успевают это сделать, внезапно появляется принцесса Фиона. Глей ее рыцарь, и она говорит ему, что он проиграет бой с Секой, поэтому он отказывается от поединка. Сека удивлен, что Глей кого-то слушает, и Глей представляет Фиону как святую принцессу, что шокирует всех. Когда они заходят внутрь, Юки спрашивает, что такое святая принцесса, и мы узнаем, что это не официальный титул, но она родилась от императора и жрицы. Поэтому в ней течет кровь обоих. Альма удивляется, почему здесь святая принцесса, но она говорит, что хотела с ней познакомиться. Увидев, что она похожа на героя из легенд, Фиона вспоминает видение, которое было у ее матери. Она говорит, что останется здесь на несколько дней, и просит их проводить ее, когда она будет возвращаться в Капо. После того, как она уходит, Альма спрашивает, откуда Сека узнал, что она будет здесь. Мы видим отца Секи в его кабинете, и он просит Айса говорить свободно, спрашивая, не злится ли он, что отправил Еву в академию, но Айс больше расстроен тем, что она служит Секи, потому что он считает его жутким. Но отец Секи говорит, что у него все хорошо в академии. Они все вместе ужинают, и принцесса странно говорит о своем перерождении, но Сека меняет тему. Его отец хвалит его за расследование о драконах, а мать просит писать им чаще. Сека удивлен, услышав это, потому что она всегда игнорировала его всю его жизнь. Вернувшись в свою комнату, Ама приходит к нему в гости. Она просто хочет пообщаться и спрашивает, собирается ли он продолжать учиться после окончания школы, говоря, что она, скорее всего, снова станет искательницей приключений. Но Сека вспоминает, как они застряли в подземелье, и он пообещал, что будет путешествовать с ней, поэтому он тоже собирается стать искателем приключений. Ама удивлена, что он так серьезно относится к своему обещанию, но рада, что они могут быть вместе. На следующий день Сека показывает принцессе город. Глей напоминает ему, что они оставили других рыцарей, поэтому нужно защищать принцессу. Принцесса держится за руку Секи, чтобы не потеряться, и они идут на рынок. Они пробуют разные блюда, но привлекают к себе внимание. Когда они проходят мимо стройки, с нее падают бревна, но Глей использует магию ветра, чтобы разрушить их, а Ама создает голема, чтобы защитить их.
Сека благодарит их за помощь, но принцесса злится на него за то, что он ничего не сделал. В итоге Сека дарит ей подарок и помогает его надеть. Принцесса не уверена, как она выглядит, но Сека использует магию, чтобы создать для нее зеркало. Глей думает, что его магия странная, но принцесса довольна подарком. Позже в тот же день Сека видит, что Глей усердно тренируется, и понимает, почему принцесса выбрала его своим рыцарем. Но Глей говорит, что его выбрали не за навыки, а по другой причине, и рассказывает, что принцесса умеет видеть будущее. Сека удивляется, правда ли это, но Джия говорит, что ее мать была оракулом, который предсказал появление героя и короля демонов. Сека спрашивает, зачем Джия рассказывает ему все это, но она предупреждает, что ему лучше не вставать у нее на пути. На следующий день принцесса ищет Секу, но с помощью своих талисманов он умудряется избегать ее. Юки спрашивает, как работает ее способность видеть будущее, и говорит, что это похоже на его дар предсказателя, но Сека объясняет, что предсказания ограничены. И он использует информацию и инструменты, чтобы получить представление о будущем, а ее способность совсем другая. Когда Ама проходит мимо, Сека выскакивает из кустов и пугает ее. Она снова проиграла парню, и Сека удивляется, потому что она должна быть сильнее его. Она говорит, что принцесса выглядит одинокой, когда играет в шахматы сама с собой, и Сека присоединяется к ней. Кажется, никто не хочет с ней играть, и она спрашивает, умеет ли он играть. Сека говорит, что он только начинающий, и принцесса дает ему фору, оставляя только свои пешки. Сека думает, что это будет неравная игра, но принцесса предлагает ему пари, сказав, что победитель может попросить проигравшего сделать что угодно. Сека сомневается, и она говорит, что если просьба будет слишком странной, он может отказаться. Сека соглашается, и они начинают играть. Пока они играют, принцесса спрашивает, какие фигуры, по его мнению, самые сильные, и он отвечает, что самые сильные — это они сами, потому что они не сражаются напрямую, а управляют всеми остальными фигурами из тени. Принцесса говорит, что большинство людей назвали бы самыми сильными короля или рыцарей драконов, но она считает, что самые сильные фигуры — это те, которых нет на доске. Помимо короля и солдат, в стране живут простые люди. У нее никогда не было ни короля, ни рыцарей, поэтому она заручилась поддержкой народа и уверена, что победит. Сека задается вопросом, не это ли она увидела в своем будущем, и удивляется, что он знает об этом. Сека отказывается от поединка, и принцесса хочет заручиться его поддержкой, поэтому он спрашивает ее о ее истинных намерениях. Она говорит, что хочет спасти людей, описывая большую яму, возле которой играют дети. Они не замечают ее и в конце концов упадут туда, поэтому она хочет их спасти, но не может рассказать подробности, боясь, что это может изменить будущее. Услышав это, Сека соглашается помочь ей, чем сможет. Пора возвращаться в столицу, и Лав провожает их. Мейбл хотела бы остаться подольше, потому что она только начала расслабляться, но Сека напоминает ей, что ей нужно вернуться к учебе. Они уезжают, и Сека едет вместе с Джи и принцессой, потому что это самая устойчивая карета. Джи удивляется, что у Секи есть такая слабость, и Сека присматривает за их караваном. Внезапно происходит взрыв, но уничтожена только одна карета. Сека выходит и видит, что на них напали бандиты. Главарь бандитов приказывает своим людям обыскать кареты и стрелять в Секу из луков, но Сека готовится к их атаке, создавая магнитное облако, которое блокирует все стрелы. Бандиты пытаются атаковать с помощью магии, но Сека легко блокирует ее своим барьером. Гли и его люди начинают отбиваться, и принцесса приказывает взять бандитов живыми, поэтому Сека использует свои лианы, которые мгновенно обездвиживают всех бандитов. Сека встречается с остальными членами банды, и они спрашивают, почему бандиты напали, если у них была армия, и что они собираются с ними делать. Сека получает сообщение от принцессы, которая благодарит его за помощь. Он спрашивает, знает ли она, кто за ней охотится, но у нее слишком много врагов, чтобы знать наверняка. Сека думает, что будет, если бандиты сбегут, но принцесса уже предусмотрела это и подготовила несколько запасных экипажей, чтобы отвезти их в столицу для допроса. Сека считает, что это может быть опасно, но принцесса говорит, что бандиты будут вести себя хорошо, потому что ждут подкрепления. Сека думает, что это делает их еще опаснее, но принцесса говорит, что подкрепление не придет, так что беспокоиться не о чем. Они возвращаются в столицу и расходятся по своим делам. Принцесса благодарит их за компанию и напоминает Секе, что всегда будет на его стороне. Мы видим другую группу бандитов, но, похоже, они наткнулись на демонов и были полностью уничтожены. Они продолжают свой путь к столице, полной решимости выполнить свою миссию и убить героя. Директор просит Секу произнести приветственную речь для новых учеников, говоря, что обычно это большая честь, хотя он знает, что Секе все равно.
Сека принимает запрос, и Юки спрашивает, не будет ли это слишком опасно, ведь тогда он будет выделяться, но Сека говорит, что это не страшно. И Юки думает, что, возможно, он слишком осторожничает после того, как погиб в прошлой жизни. Хотя он и не жалеет, что подружился с девочками, он думает, что ничего страшного не случится, даже если он будет выделяться. Юки спрашивает, не столкнется ли он с надвигающейся угрозой, но Сека говорит, что ему будет легко, и никто даже не узнает, что это был он. Мы видим группу демонов за городом. Их лидер, Зор, отмечает, что в городе нет ни имперских стражников, ни авантюристов высокого уровня, поэтому можно не волноваться, хотя он чувствует что-то, что его беспокоит. Он объясняет остальным свой план, они разделятся и погонят всех студентов к центральному зданию, а потом перебьют всех и устроят хаос, пока не появятся герои. Зора уверяет их, что они справятся и вернутся вместе. Демоны уверены, что победят, и начинают телепортироваться в город. Но когда они оказываются внутри, то видят, что город окутан красным туманом. Демон Гус замечает приближающихся студентов и атакует их пламенем, но подойдя ближе, он замечает что-то странное. Ведьма Пресс и укротитель зверей Лонни исследуют местность и говорят, что стали сильнее с тех пор, как присоединились к Зоре. Вдруг они замечают бегущего студента, и Лонни посылает за ним своих волков. Они гонятся за ним в тумане, но через некоторое время Лонни понимает, что что-то не так, и отзывает своих волков, которые приносят ему что-то странное. Пока король Огров Мутарев осматривается, он задается вопросом, почему не видит людей. Внезапно на него нападают, и перед ним появляется Мейбл. Она думает, что он работает на торговую ассоциацию, но он понятия не имеет, о чем она говорит. Они начинают сражаться, обмениваясь ударами, и Мутарев поражен тем, как легко Мейбл управляется с топором и считает ее достойным противником. Он сбивает ее с ног, но Мейбл бросает кинжалы, которые Мутарев блокирует рукой. Однако Мейбл использует свою магию, которая окутывает его тьмой, но Мутарев легко освобождается, потому что у него есть сопротивление к любой магии. Он нападает на нее, замахиваясь дубинкой, но обнаруживает, что она странным образом исчезла. Зор оказывается в незнакомом месте, и появляется Ганнис, указывая, что это не было местом встречи, но, похоже, их туда привели, и остальные члены группы тоже прибывают. Они обсуждают свои странные встречи, показывая талисманы, которые нашли. Зор думает, что что-то не так, и приказывает отступить. Однако внезапно появляется Сейка, говоря, что все люди, которых они видели, были всего лишь его шикигами, хотя он говорит Муту, что Мейбл была настоящей. Муту видит, что Сейка силен, и хочет сразиться с ним, но тут же теряет голову, когда Сейка ломает один из его талисманов, говоря, что его сопротивление проклятиям слишком низкое. Зор приходит в ужас, но Персия нападает на Сейку, активируя свой третий глаз и пытаясь превратиться в камень, но это не действует на него. И Сейка призывает одного из своих монстров, вызывая гигантскую змею. У нее есть внутренний третий глаз, который заставляет ее сердце остановиться, и она падает на землю. Змея Лани выскакивает из-под земли, но она не может справиться с Секой. Лани пытается приручить змею, но Сека говорит ему бежать, но уже слишком поздно, и змея съедает его. Секе кажется забавным, что Лани пытался приручить змею, но у него ничего не вышло, потому что змея ненавидит людей. Зор не верит своим глазам, сожалея, что они вообще решили бросить вызов Секе. Своими особыми глазами он видит все способности Секи и понимает, что он настоящий король демонов. Он говорит Ганнису, чтобы тот бежал с помощью телепортации, пока он отвлекает Секу. Но Сека говорит, что защищает Аму, и Зор в отчаянии, узнав, что король демонов на стороне людей. Зор говорит Ганнису, чтобы тот сообщил об этом их союзникам, и пытается выиграть время. Он готовится к атаке, но Сека использует свою магию и полностью подавляет его. Когда пыль оседает, Ганнис, кажется, успевает убежать. Выйдя из города, Ганнис спотыкается и не может поверить, что Сека король демонов. Он пугается кролика в кустах, но вдруг получает удар в грудь и не понимает, кто на него напал. Но мы видим, что это было еще одно проклятие Секи, и даже Юки немного боится его силы. Мейбл подбегает к нему и спрашивает о Мутареве, беспокоясь, что он может напасть на кого-то еще, но Сека говорит ей не волноваться, потому что он уже разобрался с этим, и просит ее никому не рассказывать. Позже студенты снова устраивают пир, и Сека думает, что сказать в своей речи. Он спрашивает Аму, что она чувствовала, когда ей пришлось выступать с речью, но она напоминает ему, что ее выступление прервали демоны. И она хотела сказать, что они должны стать сильнее и помогать друг другу.
Сека готовится к своему выступлению, но внезапно появляются рыцари, которые ищут Аму. Она представляется, и рыцари говорят, что ее обвиняют в преступлениях против Империи, потому что она убила посланника демонов. Аму не понимает, о чем они говорят, и рыцари арестовывают ее. Мейбл готовится дать отпор, но Сека говорит ей не вмешиваться, потому что Аму невиновна, и им не о чем беспокоиться. Аму уводят. Сека встречается с директором, и они узнают, что Империя пытается подставить Аму. Сека удивляется, что Империя пытается избавиться от героини, и директор говорит, что делает все возможное, чтобы помочь Аму, и просит Секу не делать поспешных выводов. Но у Секи, похоже, другие планы, и он сомневается, что сможет спасти Аму. Когда Сека выходит из кабинета, он говорит Эфи и Мейбл, чтобы они не волновались, потому что директор делает все возможное, чтобы спасти ее, и им нужно ей доверять. Однако ночью Сека призывает своего дракона, который все еще не слушается его. Он заставляет дракона признать его, и появляется Юки, предупреждая, что ему не стоит вмешиваться, и советует бросить попытки спасти Аму. Она думает, что если он использует всю свою силу, чтобы решить проблему, страна может ополчиться против него, и он погибнет, как и в прошлой жизни. Но Секи все равно, он говорит, что уничтожит любого, кто встанет у него на пути. Юки замечает, что он в ярости, думает о своем прошлом, и говорит ему, чтобы он успокоился, но он отвечает, что она должна знать свое место, как и раньше, и приказывает своему дракону лететь в столицу. Тем временем мы видим, что Альму заперли. Она думает о своих друзьях, которые беспокоятся за нее, и надеется, что снова увидит Секу. Но вдруг к ней кто-то приходит. Сека летит к замку, используя свои талисманы, которые трансформируются и помогают ему осмотреться, чтобы найти Аму. Он спускается в замок, и его не впечатляет их охрана. Но его замечает стражник, который свистит в свисток, и несколько лучников занимают свои позиции. Они стреляют в Секу, но он призывает свое магнитное облако, которое защищает его от всех стрел. Они продолжают стрелять в него, и тогда Сека сбрасывает на них 2 огромных валуна. Продолжая идти вперед, он встречает еще больше стражников. Они спрашивают, что ему нужно, но он говорит им отойти, обещая пощадить тех, кто подчинится. Стражники стреляют в него горящими стрелами, и Сека вынужден уклоняться. Он отвечает им своим белым пламенем, которое мгновенно уничтожает стражников. Но стражники продолжают стрелять, и Сека призывает одного из своих демонов, который мгновенно расправляется с ними. Стражники бросаются на него, но Сека сжигает их всех своим пламенем. В конце концов он добирается до Аму, разрушает ее камеру и говорит, что пришел спасти ее. Аму беспокоится, что у него будут проблемы из-за того, что он ее освободил, но Сека говорит ей, что на кону ее жизнь. Ама думает, что они очистят ее имя и все будет хорошо, и просит его вернуться домой, но Сека говорит ей, что она герой, и все не так просто. Аму в замешательстве, и Сека объясняет, что каждые несколько сотен лет герой и король-демон перерождаются, и она нынешняя реинкарнация героя. А Империя намеренно пытается избавиться от нее. Сека вдруг замечает, что кто-то приближается, и оказывается, что это Гасека предлагает ему сразиться с Глай. Но внезапно появляется принцесса Фиона и говорит, что просто хочет поговорить. Сека понимает, что снаружи ее ждут люди, но знает, что они ему не соперники. Сека спрашивает, зачем она пытается убить Аму, ведь король-демон должен быть ее врагом. Принцесса объясняет, что, хотя герой однажды спас страну от демонов, в нынешнее время у Империи демонов есть армии, и ни одна из сторон не хочет войны. Поэтому понятие о герое и короле-демоне – это просто пережитки прошлого. Сека думает, что если это так, то нет необходимости убивать Омо, но принцесса объясняет, что существование героя может стать искрой, которая разжигает войну. И предполагает, что даже демоны пытались избавиться от нее, не для того, чтобы получить преимущество, а чтобы предотвратить войну. Сека задается вопросом, должен ли он просто позволить Аму пожертвовать собой ради сохранения мира, но принцесса клянется, что пытается спасти Аму. Она говорит Секе, чтобы он отступил, говоря, что он не будет отвечать за свои действия, и обещает сделать все, что в ее силах, чтобы спасти Аму. Но Сека понимает, что она манипулировала ими с самого начала, поэтому не доверяет ей. Принцесса напоминает ему о его обещании подчиниться ее приказу за проигрыш в шахматах, но Сека отказывается ей верить. Не имея другого выбора, принцесса выводит их из дворца, где уже ждет карета, и советует им отправиться в свободный город Лакона. Когда они собираются уходить, Альма благодарит принцессу за плащ, потому что та приходила к ней, когда Альма была заперта. Они прощаются, и Сека чувствует себя виноватым, что не сдержал обещания, и решает это исправить. Он призывает множество дверей, которые выпускают огромное количество талисманов, создавая поле, возвращающее всех, кого он убил.
Принцесса шокирована, ведь это рушит ее планы, ведь она придумала историю о нападении монстра, и Сека извиняется, говоря, что у него были благие намерения. Сека и Ама покидают Капо, и Сека думает, что Мейбл и должно быть, волнуются за них. Ама переживает, что им придется бросить Академию, когда они были так близки к выпуску, но они с нетерпением ждут возможности стать искателями приключений. Мы видим, как принцесса отправляет письмо, в котором объясняет ситуацию Мейбл и В конце концов, Сека и Ама добираются до свободного города. Они видят, что там что-то происходит, и с удивлением обнаруживают, что Мейбл и уже там, и они очень рады воссоединиться.